Здоровье, согласно определению, которое дает Всемирная организация здравоохранения, это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Физическое благополучие заключается в адаптированности организма к внешним условиям, слаженной работе всех его органов и систем, крепком иммунитете. Физическое благополучие обеспечивается занятиями физической культурой. Душевное благополучие выражается в положительных эмоциях, которые испытывает человек, пребывающий в хорошем настроении и удовлетворенный своими поступками и результатами своей деятельности. Социальное благополучие характеризуется комфортными для человека условиями жизни, в которых в полной мере раскрывается его творческий потенциал и реализовываются возможности. Обратите внимание, что на состояние здоровья каждого из нас, помимо перечисленных факторов, оказывают влияние и наследственность, и образ жизни, и качество медицинского обслуживания, и многие другие условия. Независимо от внешних обстоятельств, каждый из нас должен стремиться к здоровому образу жизни. Давайте вспомним составляющие здорового образа жизни, которые вы изучали в предыдущих классах. Это соблюдение режима дня, соблюдение правил личной гигиены, проведение регулярных занятий физическими упражнениями и спортом. Существуют и другие составляющие здорового образа жизни, правильное питание и отказ от вредных привычек. Поговорим о них подробнее. В подростковом возрасте, когда организм активно растет и развивается, очень важно следить за режимом и рационом питания. Режим питания – это количество приемов пищи, скажем, за день. Рацион питания – объем и состав получаемой пищи. Запомните, энергетическая ценность рациона питания должна быть равна энергетическим затратам организма. Другими словами, сколько человек получил питательных веществ из пищи, столько он должен и израсходовать, и наоборот. В процентном соотношении калорийность блюд должна быть такой: завтрак и ужин 25%, обед 35-40%, полдник 10-15%. Питание должно быть максимально разнообразным. На завтрак желательно съедать горячие блюда, молочную кашу, творожную запеканку. Обед должен состоять из 4 блюд: овощного салата, супа, мясного или рыбного блюда с гарниром и компота или киселя. В качестве полдника может быть легкий перекус: кефир с печеньем, яблоко, а на ужин желательно съесть что-нибудь легкое: омлет, овощи, рыбу. Режим питания подростка должен быть таким: питаться следует не меньше 4 раз в день в одно и то же время. Тем, кто занимается спортом или имеет другую дополнительную к школьной нагрузку, питаться надо чаще, 5-6 раз в сутки. Еще одна тема, которую мы должны обсудить – несовместимость здорового образа жизни с вредными привычками. Употребление спиртных напитков, в том числе пива, курение, употребление наркотиков и токсических веществ мы привыкли называть безобидным словосочетанием «вредные привычки». Однако мало кто задумывается над тем, что для человека, который приобрел такую привычку, она оборачивается самой настоящей бедой. Ведь, впав в зависимость, человек теряет волю и свободу, а значит перестает существовать как личность. Единственный способ избежать зависимости – не приобретать ее, а для этого нужна четкая внутренняя установка на полноценную, гармоничную, активную и счастливую жизнь. И, конечно, решимость воплощать свои мечты в жизнь.